Снова привет, друзья! В этот раз предлагаю отправиться опять-таки в Чехию, но в другое место в окрестности замка Груба Скала. Итак, в этом видео вы увидите красивейший скальный город, старую развалившуюся известную крепость и, конечно, фантастический волшебный лес. Тут мы едем в небольшую деревушку под названием Уезд под Тросками, которая находится недалеко от города Тугрнов, чтобы в ней разместиться, переночевать и на следующий день отправиться к замку гостиницы Груба Скала, вокруг которого расположен заповедник Чешский рай с фантастическими горами. Про сам замок чуть позже, я к нему не пошла, это гостиница и территория там закрытая, а сейчас будет прогулка по моей самой любимой территории. Побежали! Обожаю такие узкие проходы, сразу ощущаешь себя как в какой-то сказке. На самом деле я в этом заповеднике уже второй раз. Первый раз, к сожалению, я не снимала видео, а только фото. Но у меня сильное ощущение, что я туда вернусь еще не раз. В этот раз вот начала стараться что-то снимать. Все равно не так, как хотелось бы, но хотя бы что-то. Все пробежечками, но буду стараться останавливаться и оглядываться вокруг. А вокруг удивительной формы скалы, поросшие мхом. На эти скалы очень любят взбираться альпинисты, и я тут многих видела. В общем, сказка, лешие – это Чехия. Опять лестница, опять узкий-узкий проем. Пробираюсь, как в неизведанную какую-то землю из фантазий. Мне всегда непросто взбираться по лестнице, но когда я вижу такие прекрасные виды, я совершенно забываю о физической усталости. Фух, передых. Оглянуться по сторонам. И бежать дальше, потому что времени у меня мало, а вечером запланирована встреча еще с подругой, которая специально ко мне приехала из другой страны в Чехию повидаться, потому что они живут там недалеко, в Польше. Как вы можете понять, там по лестницам я поднялась вверх на гору, и теперь будут обзорные площадки с прекрасными видами на скалы. Обзорных площадок тут несколько, край горы изрезан, и у каждого выступа есть по площадке. Я второй раз и все равно находила новые обзорки. Ну вот, это мой самый любимый, наверное, чешский горный парк. Сегодня тут, конечно, многовато народу, а когда я здесь первый раз была в будни, потому что сегодня суббота, когда я была в будни, тут никого не было, и, в общем, я балдею от красоты, от того, что можно смотреть и сверху на долину, и гулять между скалами внизу, и мхи моя слабость и страсть с папоротниками. В общем, на камеру, вот, на камеру я не умею говорить, вот что в общем. Обожаю это место и постараюсь кратко в этот раз наснимать видео. Бегу дальше к следующей площадке, и недаром называют эти скалы прям городом скал, потому что, смотрите, они действительно прям как какие-то каменные природные высотки вокруг стоят. Красота невозможная. Ну а сейчас я немного вернусь к истории замка Груба Скала, от стен которого я начала эту прогулку. Этот замок был основан в первой половине XIV века Гиноком из Вальдштейна. Первая запись о замке датируется 1353 годом. С тех пор замок много раз менял владельцев, пока в XVI веке он не оказался в руках рода Смержицких. Именно они превратили средневековый замок, каким он был, естественно, в начале, в роскошный ренессансный дворец. Но спокойной жизни у замка не получилось.
В 1618 году, после подавления восстания чешского дворянства, замок был конфискован австрийским императором, а уже в 1630 году он стал частью владений знаменитого Альбрехта фон Вальдштейна. Прервусь немного с историей. Напротив видим обзорную площадку, потому что скалы здесь идут дугой. А вот красная и синяя точка здесь посередине на скале – это альпинисты. Если прислушаетесь, услышите звук маленького самолета. Это делают обзорные экскурсии на самолетике сверху. Но мне, к сожалению, не удалось на такую попасть. Для одного человека это дорого и сложно договариваться, я не нашла контакты. Рассказываю дальше про судьбу замка, который захватывали и регулярно грабили войска Саксонии и империи во время 30-летней войны. В 1643 году его штурмовали шведы, а в 1658 году император даже приказал частично разрушить замок. К счастью, этого удалось избежать. В 18 и 19 веках замок пережил несколько пожаров, но каждый раз его восстанавливали. И в итоге он приобрел облик неоготический благодаря семье Эренталь. Ну а после Второй мировой войны замок был национализирован. Несколько десятилетий он использовался как профсоюзный санаторий, что, к сожалению, повредило его интерьеры. На сегодняшний день замок Хруба-Скала – это трехзвездочный отель. Ну а я благополучно встретилась с подругой, и мы идем смотреть скальные рельефы Войтаха Копица. Эти рельефы созданы прямо в песчаниковых скалах. Автор – это был обычный чешский крестьянин, который 23 года женился и переехал в лесную усадьбу своей жены. Работал просто на полях. Его увлечение резьбой по камню началось во время Второй мировой войны, когда он помогал реставрировать дом. Сосед-каменщик научил его основам работы с камнем, и Войтах нашел себя в этом деле. С 1940-х годов и до своей смерти в 1978 году Копиц вырезал более 40 рельефов на скал. Сюжеты рельефов – это сцены из чешской истории, мифологии и природы. Ну а мы классно погуляли, рассматривая рельеф, и полазали между скал, попивая на радостях от встречи ром из горла. Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. И бутылка рома. Но пиастры, к сожалению, не нашлись, а даже потом мною потерялись. Это, правда, уже отдельная совсем история. Ну и под закат, довольные и счастливые, возвращаемся домой. А впереди меня ждет следующий день приключений. Ура! А на следующий день я решила сделать большую прогулку прямо от дома до замка-крепости Троски. Вот вы видите его на холме, эти две башни. Я держу туда путь. А потом продлить эту прогулку снова до замка Хруба-Скала. Это была удивительная прогулка и совершенно верное решение. Помните, я говорила, что я в этих краях уже второй раз. Первый раз моей основной целью были Праховские скалы, я остановилась в городе Ечин, а потом решила посмотреть и Чешский рай, и приехала вот на таком поезде до города Турнов, и оттуда добралась до замка Хруба-Скала и гор Чешского рая. После Израиля особый кайф пройтись по зеленой такой густой траве. Те, кто живут в Израиле, знают, особенно после лета. Замок Троски, к которому я сейчас иду, настоящий символ региона. Построили его, предположительно, в конце XIV века на двух базальтовых вулканических останцах. Останец в геологии – это изолированный массив горной породы, который остался после разрушения. Представьте себе две башни, словно застывшие на вершинах скал. Нижняя башня, бабушка, такая мощная, надежная и приземистая, и верхняя панна, девица, высокая и недоступная, отсюда и название. Ой, белочка, я не могу, млею, животные прет, что-то схватила шишку, наверное, плохо видно, да, сейчас утащит ее. Ну все, ускакала. Возвращаюсь к замку. Башня бабы поднимается на 47 метров, а панна девица на 57. Их соединяет крепостная стена, которая когда-то защищала жителей крепости от нападений. Добралась наконец-то до замка, и кого первым делом увидела, естественно, черта.
Но куда ж без него в Чехии? Готичненько должно быть всегда и везде. Ну и по одной из легенд считается, что в расщелинах под замком скрывается подземное озеро. Оно когда-то снабжало крепость водой. Но, говорят, путь к нему охраняет сатана. Собственно, вот, видимо, тот самый. Впрочем, пока никому не удалось проверить, есть ли такое озеро или нет. Вот такой вид открывается. Я на полпути к башне Баба. Лестницы после подъема в гору – это непросто, я вам могу сказать. Ну и возвращаюсь к истории замка-крепости. Как и у любого замка, у Троски была бурная и непростая судьба. В 1396 году замок впервые упоминается как владение бургграфа Ченека из Вартемберга. После его смерти замок переходит от одного владельца к другому. В XV веке он выдержал осаду гуситов, а позже был разрушен пожаром. В 1648 году в ходе 30-летней войны шведы окончательно довели его до состояния руин. Видимо, с этим и связано название замка Троски, что в переводе с чешского означает «развалины». Несколько веков Троски оставался заброшенным, пока в XIX веке о нем не вспомнили романтики. Для них руины стали источником вдохновения. Даже владелец замка в те времена, Алаис, мечтал превратить его в смотровую площадку, но, к сожалению, в то время не успел завершить свой проект. Но сейчас, как мы видим, смотровая площадка из него стала все-таки великолепный. Точнее, не все-таки, а именно что великолепный. Виды на 360 градусов совершенно фантастические. У замка есть еще пара легенд. Одна из них гласит, что ночью башни оживают, и баба и панна будто спорят друг с другом. А еще здесь якобы прячутся духи рабочих, погибших при строительстве. И кто-то иногда слышит их вопли по ночам. Ну вот, я слезла с бабы и сейчас буду лезть на девичью башню. Сама себе не верю, что те две башни вдалеке на горе, это вот сейчас эта самая крепость, где я нахожусь. Я не привыкла к таким марш-броскам и таким подъемам. Считаю себя большим героем. Ну, конечно, пальцы в объектив. Как без этого? Без этого никак. Вид с девичьей башни. Ну, а я дальше продолжаю свою прогулку. Вот вдалеке виден замок Троски, откуда я только что спустилась. Я иду дальше по сельской местности. Вот барашки вокруг. Меня, как городского жителя, всегда очень радуют сельские животные. Прям такая идиллия, пастораль. Прекрасно. И безмятежное такое спокойствие. Зелено, прекрасно, лучшая терапия души. Иду дальше, и тут совершенно неожиданно при очередной изгибе тропинки я выхожу на какой-то совершенно сказочный белый домик с кучей цветов, а на этих цветах просто, не знаю, десятки, а может и больше гораздо бабочек. Я ошалела от такого, я не привыкла видеть бабочек в таком количестве. Солнце, тепло, осенние лучи, такие осеннее бабье лето и тишина, белый домик, ни души, заборчик, и вот эти вот бабочки порхают с цветка на цветок, как будто, я не знаю, я в детском мультфильме или сказки, которую я слушала. В общем, я совершенно потеряла голову от этого. А главное еще запах от цветов.
яркие краски. Описать сейчас это невозможно. Но я не могла поверить своим глазам, что в реальной жизни можно вдруг очутиться в таком сказочном месте. Не могла оттуда просто уйти вообще. А у кого-то ведь просто это его обычная жизнь или его дача. В общем, я безмерно рада, что мне удалось встретить такое райское местечко. Продолжаю путь дальше. На самом деле я не ожидала, что будет такой долгий, интересный путь, даже не представляла. Но когда я искала на Google карте замок, то увидела, что там идет тропа до Чешского рая и Хрубой скалы. А поскольку я очень люблю то место, и у меня оставалось полдня, я решила, что надо, естественно, разведать эту тропу. И вот пошла по ней. И только уже на тропе я поняла, что это был туристический маршрут, помеченный краской, как обычно это делается. И была очень-очень рада, что это так, потому что что это будет беспрерывное такое вот мое пешее путешествие. Вышла на озеро, тут лебеди. В Праге их много, что в Полтаве, в Праге, это в Чехии, у меня Прага-Чехия, белые серые лебеди. Здесь просто на озере. Сказка продолжается. Я спешу дальше, потому что все-таки хоть день у меня и свободный, но не хотелось бы застрять в лесу после захода солнца, поэтому приходится держать определенный темп. Иду по краю леса и поля, прекрасное солнце, и снова вышла на скалы и реку, а рядом дачи людей. Вот представляете, просто живут себе, может быть, не дачи, но, видимо, дачи, не знаю, деревенские домики, живут себе вот с таким вот видом на заповедную зону. Фантастика просто. Снова я в лесу, люди перестали встречаться, потому что потихоньку стало вечереть. Здесь я немножечко уже стала волноваться, а успею ли я вообще выйти, потому что здесь никуда, вот как раз указатель туристической тропы, здесь никуда уже нельзя деться, только продолжать либо дальше, либо возвращаться назад, в бок не выйти. Потому что это между холмов и гор находится. Вот. Поэтому путь только один. Вперед, вперед, вперед. Мхи, мои любимый лес, никого нету. Я очень люблю быть в лесу. Меня это наполняет силами. Ну и тут я уже наконец-то добралась до Чешского рая. Это те самые скалистые дома вокруг замка Хруба-Скала. То есть это уже знакомые места. А вот и сам замок Хруба-Скала, про который я рассказывала в начале. И вид с одной из вершин. Я была очень рада найти эту точку. И воздушные шары! Красота вообще! Снова сказка. Представляете? Вот снова картинка, как из сказки. Неожиданно совершенно увидела шары, на которые вообще не думала, что они там будут летать. А вот и снова альпинист на вершине. А вон там, вдалеке,
Девичья башня и баба, откуда я пришла. Кажется, был путь короткий, а вот смотришь так, откуда я пришла, и думаешь, ничего себе, вот оттуда, а к ним же я еще шла пешком от дома, так что я в этот день сделала свой максимум, потом посчитала, чуть ли не 17 километров было. Я понимаю, что для походников это смешно, но для меня это круто-круто. Вот такие расщелины, снова виды. Я безмерно рада, что оказалась в этом месте, потому что в первый раз, когда я была здесь, то именно на эти смотровые точки я не вышла, потому что, здесь их очень много, и много троп, и все за один раз просто невозможно охватить. И замка я не видела вот с такой красивой точки. Спешу уже вниз, потому что пора, скоро будет совсем смеркаться, и пора возвращаться домой, а на следующий день ехать уже в саму Прагу. Это стена памяти всем погибшим тут альпинистам. К сожалению, тут такие тоже есть. Продолжаю спуск к выходу из этого прекрасного места, чешского рая. Мое пребывание здесь заканчивается, и прогулка сегодняшняя. Спасибо вам большое, что были со мной здесь. И до следующих встреч. Пока.